Противоударный защищенный смартфон, который может похвастаться аккумулятором на 13 тысяч мАч, быстрой зарядкой, защитой класса IP68, IP69K и MIL STD 810H, основным сенсором от Sony, возможностью расширять память до 1 терабайта, и в целом все это можно прочесть в рекламе к смартфону Blackview BV7120. Но как же на самом деле дела обстоят у данного смартфона защищенного, сейчас я вам расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, и сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы будем с вами обозревать Blackview BV7120. У меня еще после Hot Wave не остыла голова. Почему? Потому что этот смартфон является смартом мало того, что защищенным, так и еще с такой серьезной функцией Powerbank. В чем ее серьезность? В первую очередь, разумеется, в его размерах и размерах его батареи. Вот так выглядит эта штуковина. Логично, что это все дело послал мне производитель, поэтому это дело я среди вас разыграю. Достаточно написать комментарий, принимаете ли вы то, что такие устройства живут или нет. Этого достаточно. И подписаться на телеграм-канал Скидок. В комментарии указать свой никнейм в телеге, либо написать в описании канала и добавить у себя в описании канала никнейм в телеге. Что у нас интересного? Разумеется, здесь есть возможность уже без всяких там доп. Скрепок изъять лоток под, получается, либо сим-карту и карту памяти, либо 2 сим-карты. Очень странно, обычно 2 симки и еще помимо этого карта памяти идет. Здесь вот такая беда. Здесь у нас USB Type-C. Type-C, вот не зря они столько работали, молодцы. Защитной пленки здесь нет, блок зарядки на уже серьезные 33 ватта. То есть они идут семимильными шагами без сарказма. Кабельное хозяйство, разумеется, тоже на борту с Type-C на Type-C. Я вообще чумею. Вы ощущаете? Они не решили погибать, они решили развиваться. Экран IPS, 6 гектар оперативы на борту, 12 внутренний. Здесь указано наличие камеры фронтальной основной, то, что они там по 8-12 мегапикселей. Все это особо не важно. Почему? Потому что всегда это дело снимают убого. Не думаю, что здесь как-то что-то по-другому. И примеры съемки, разумеется, тоже будут. Корпус тяжелый, ощущение массивности серьезное такое. Но в то же время олеофобка мне прям нравится. Мне нравится олеофобка, мне нравится он тактильно, мне не нравится он внешне, мне не нравится, что здесь можно его за карабин вешать. Вот эти все дела. Даже не буду об стол бить, потому что последний такой смартфон взял и раздолбил мне стол. У меня теперь там 2 выемки, потому что я его уронил. Вот это дело лучше не ронять ни себе на ногу, ни на стол. В итоге вес данного девайса 431 грамм. Размеры 83 миллиметра. На 19 миллиметров, на 174 миллиметра в высоту. Не такой он огромный, по ощущениям, вот как он все загружается, не такой он мракобесный. В общем, защищенные смартфоны, к сожалению, имеют право на жизнь, к сожалению, они многих интересуют. Люди пишут, делают правильно, потому что охота, рыбалка, стройка, ну, они живут, смотреть на них что-то можно, звонить с них можно, фотографировать с них можно, а вот это дело еще и тактильно приятное. Я не знаю, я его уже ненавижу, потому что он мне нравится. Смотрим. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band 6 серии. Разыгрываем мы за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого, iPhone 14 еще разыгрывается. Подписывайтесь с колоколом, читайте описание. Смотрите 5 последних топов. Это лучшие смартфоны, часы, браслеты и еще несколько руководств. Все в описании. Под распродажу делал. Сейчас как раз целый и идет. Перейдем же к защищенному смартфону. Полетели. Приобрести данную модель можно в черной расцветке с оранжевыми вставками, а также с зелеными вставками. Выглядит устройство из-за металлических рамок очень даже привлекательно, а зеленые вставки гармонично смотрятся с общей текстурой тыльной части. Верхняя и нижняя тыльная часть смартфона прорезинена, что способствует лучшей защите. В руке лежит он не совсем удобно, и одной рукой пользоваться им проблематично из-за веса и толщины. Сборка отличная, как и материалы. Разъем для зарядки находится под надежной прорезиненной заглушкой, а гибридный слот для 2 сим-карт или одной сим-карты и карты
памяти до 1 терабайта прорезинен. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, программируемую клавишу PTT на борту с 3 видами нажатий. В настройках ко всему этому можно еще настроить нажатие, что очень удобно. Мини-джека нет, что, как по мне, фейл. Далее есть разъем USB Type-C с OTG версии 2.0. Микрофоны, динамики основной разговорные, звучание здесь, разумеется, моно, и качество звучания хорошее. Летим дальше. Смартфон оснащен IPS-дисплеем на 6,58 дюйма с разрешением 2408 на 1080 пикселей. Full HD+, что отлично. Соотношение сторон 20 к 9, соотношение к корпусу 85%. Рамки, как и подбородок, на борту, и их сложно не заметить. Плотность пикселей, внимание, 400 ppi, яркость 480 нит. При прямом попадании света на экран яркости, разумеется, хочется побольше. Ну, углы обзора, к слову, для IPS-матрицы отличные. Ну и в принципе все видно. Частота обновления экрана максимальная, экономная 60 Гц. Автояркость работает плавно и под освещение подстраивается в целом хорошо. Под разными углами тон картинки бросает в теплый оттенок. Далее экран откликается на 10 касаний одновременно. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, распознавания лиц и стандартными способами. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, но я не сказал бы, что прям быстро, учитывая тип устройства, сканер отпечатков пальцев меня порадовал. Распознавание лица срабатывает даже под небольшим углом, за что отдельный плюс. Экран для защищенного смартфона отличный, ко всему в настройках имеется еще небольшое количество функций для персонализации экрана под свои предпочтения, что удобно. Также отмечу режим работы в перчатках и наличие в верхней части экрана светодиодного индикатора. Летим дальше. Процессор MediaTek Helio G85 с техпроцессом 12 нанометров и 8 ядрами, максимальная частота которого 2 ГГц. Графический процессор ARM Mali G52MC2, используется также технология MediaTek Hyper Engine для игр. Интерфейс Dock OS версии 3.0 на базе Android 12. Русский язык на борту, оперативная память на 6 ГБ LPDDR4X, виртуальное расширение ОЗУ на борту, сверху уже имеющихся до 4 ГБ. Но мы же понимаем, что это все химия, и никакого прироста скорости от этого не будет. Маркетинг. Внутренняя память позорная eMMC 5.1 на 128 ГБ. И напоминаю, что расширить память можно, вставив microSD до 1 терабайта. Имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, для 4G есть 7 и 20 бенды. Связь смартфон ловит отлично, проблем с датчиком приближения не было, как и с микрофоном. Запись разговора отсутствует. Вибромоторчик неплохой, но не настраиваемый. Bluetooth версии 5.0, NFC модуль в наличии, можно установить MirPay и оплачивать покупки. Из навигации на борту GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. GPS-тест в городских условиях показывает точность 2 метра. Емкость аккумулятора 13 тысяч мАч. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 33 Вт. Полный цикл зарядки с 0 до сотки занимает 3 часа 25 минут, и это очень быстро для устройства с таким аккумулятором. Использовать BV7120 как Powerbank можно, так как 13 тысяч мАч это довольно много. В PC-марке устройство выдало отличный результат в 20 часов, тест я проводил на 100% яркости. Беспроводной зарядки, разумеется, нет. По автономности смартфон живет до 3 суток, что, к слову, хорошо, при том, что он используется по назначению. Поедает за час просмотра видео на YouTube на максимальной яркости, по Wi-Fi всего 4%. За час игры в New State Mobile улетает 11%, играть можно без проблем, так же, как и, к слову, в Genshin Impact на минималках. Смартфон не понижал яркость, не перегревался, и, в общем, для игр его можно использовать, за что плюс. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит стандартно, результат вы можете наблюдать на экране. Тест я проводил на 100 потоках при 30 минутах, в Geekbench в сингл-коре 335, в мультикоре 1265, 3D Mark показал Slingshot Extreme 1411 и Slingshot 1990, Wildlife Stress Test 736, Wildlife 731, Wildlife Extreme Stress Test 187 и Wildlife Extreme 190. В Antutu выдал результат в 258 тысяч попугаев, Storage тест показал 11 843 балла. На холодную 30-минутный стресс-тест прошел, и результаты вы видите на экране. В Antutu смартфон выдал 77 тысяч баллов. Летим дальше. Blackview BV7120 имеет степень защиты IP68, IP69K и MIL STD 810H. Я искупал его стандартно в емкости с водой, и по итогу под заглушки вода не попала, как и под слот. Весь функционал как работал, так и работает. Также я имитировал его падение из карманов на асфальт несколько раз. На мое удивление, корпус практически не пострадал, только появилось пару неглубоких царапин. Экран не треснул и даже не поцарапался, и, к слову, защитной пленки в стоке не было. Так что свой класс защиты смартфон однозначно оправдывает. Летим дальше. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и двойной LED-вспышки. Основной сверхширокоугольный сенсор Sony IMX362 на 12 мегапикселей, макромодуль на 8 мегапикселей и 2-мегапиксельный датчик глубины. Сенсора ночного видения не завезли. Запись видео
доступно в максимальном разрешении с основного модуля 1080p 30 fps, при том, что на официальном сайте указано, что смартфон может снимать в 2К. Все обновления, которые прилетали на смартфон, я установил, по итогу у меня доступно только 1080p. Цифровой стабилизации нет, разумеется, как и оптическая. Фронталка Samsung S5K4H7 на 8 мегапикселей, находится на верхней части экрана в каплевидном вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 fps. Качество видео и фотосъемки меня лично порадовало. Круто, что фронтальный сенсор от Samsung, так как он снимает очень даже хорошо, выглядит неплохо. Основной сенсор не фризит, картинка приятная и совсем не мрачная. В стоке, к слову, более чем достаточно различных режимов. К примеру, есть ночная съемка, про-режим, макросъемка и так далее. Также отмечу, что подводный режим для съемки в наличии, а также на фронтальном сенсоре имеется автоматическая подсветка, которая срабатывает при обнаружении лиц в темной локации. Короткие примеры вы уже увидели. Минусы: экрану слегка не хватает яркости, нет мини-джека, так как хотелось бы разрешение для видеосъемки хотя бы для основного модуля получше. Версия внутренней памяти вообще не радует, можно было бы установить хотя бы UFS версии 2.0. Нет разрешения 2К для съемки, хотя обещали. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Всем, кто оставит любой комментарий, огромное спасибо, вы помогаете каналу, но напоминаю, что должно быть не меньше 5 слов, иначе YouTube будет считать, что вы не помогаете, а просто спамите. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, пролистайте телеграм-канал скидок также по ссылке в описании. Там очень много интересных предложений, сейчас же распродажа. У некоторых даже глаза на лоб полезут, у меня точно лезут, когда ты одни девайсы покупаешь в 2 раза дороже, чем они сейчас. Али сделала выгодный курс, неплохие купоны, летают еще и промокоды, поэтому смотрим. Резюмирую, смартфон Blackview BV7120, как по мне, отличный вариант для покупки защищенного смарта, так как он имеет аккумулятор на 13 тысяч махов, функцию обратной зарядки, быструю зарядку на 33 ватта, ко всему он достаточно мощный, так как без проблем поиграть можно в нем, интерфейс не лагает, GPS-навигация корректная, и в целом от меня девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья!